Приветствую вас, коллеги! Вы когда-нибудь задумывались, почему в начале 30-х советские заводы напоминали зоопарк, где каждый станок жил своей жизнью? Десятки несовместимых моделей, разные размеры, разные принципы крепления. Это был хаос, который грозил сорвать всю индустриализацию страны. Нам нужно было не просто строить станки, нам нужен был единый мозговой центр, способный подчинить этот металл железной логике и стандартам. И вот когда промышленность задыхалась от нехватки системности, произошло событие, перевернувшее все. Что это был за документ, который навсегда изменил правила игры? 19 мая 1933 года, да, обязательно запомните эту дату, именно тогда выходит знаменитый приказ номер 157. Наркомтяжпром принимает волевое решение слить два коллектива инженеров в единый мощный кулак – ЭНИМС. Вот такая аббревиатура. И знаете, что было самым гениальным? Этот институт создавался не для того, чтобы штамповать железо. Его главной задачей стала мысль. Разработка конструкции, которая определит, как будет развиваться вообще все станкостроение страны. Но сказать «сделайте нам стандарт» легко. Как на практике усмирить сотни разных заводов и заставить их работать как единый живой организм? За дело взялся главный конструктор Владимир Иванович Дикушин. Он сделал то, что сегодня нам кажется очевидным, но тогда было сродни революции. Его команда разработала типоразмерные ряды. Представьте, они математически просчитали и задали единые параметры для всей страны. Больше никаких уникальных, ни с чем не совместимых железяк. Станки стали элементами единой невероятно красивой инженерной системы. Фундамент стандартизации был заложен, однако нарисовать красивый чертеж – это лишь половина дела. Как проверить, не рассыпется ли этот идеальный станок при первой же серьезной нагрузке в цеху? Гениальность ЭНИМС заключалась в наличии собственной экспериментальной базы завода «Станкоконструкция». Инженеры не просто чертили линии на бумаге, они спускались в цех, тут же строили опытный образец и давали ему максимальную нагрузку. Рвали, ломали, выявляли слабые места и мгновенно меняли чертежи. Идея проходила путь от кульмана до летящей стружки без всяких посредников. Это был идеальный исследовательский центр. И первый же грандиозный вызов для этого центра пришел оттуда, откуда не ждали, из-под земли. Готовы знать, при чем тут метро? Москва начала строить метрополитен. Чтобы собрать тоннель, нужны чугунные тюбинги. Огромные тяжеленные детали, которые обычный станок просто не потянет. ЭНИМС создал 60 совершенно новых уникальных машин. Представьте эту мощь. Колоссальная деталь крепится на гигантской планшайбе, а хитрый режущий инструмент выполняет сразу несколько операций одновременно. Это был триумф инженерной мысли, позволивший организовать поточное производство элементов метро. Но если для чугунных гигантов нужны были огромные станки, то что делать с миллионами мелких деталей для советских, к примеру, тракторов? Для тракторной промышленности наши технологи применили изящный маневр – жесткую специализацию. Зачем нужен универсальный токарный станок, который умеет все? Но медленно, если нам нужно вытащить миллион одинаковых валов. ЭНИМС спроектировал 60 моделей, каждая из которых была рождена для одной единственной детали. Выкидываем лишние настройки, делаем станину монолитной, и производительность взлетает до небес. Казалось, инженеры нащупали принцип массового производства, но настоящая техническая бомба взорвалась в 1934 году, когда наши конструкторы додумались разделить станок на модули. Знаете, к чему это все привело? В 1934 году ЭНИМС создает первые тогда в Европе агрегатные многошпиндельные станки
Вдумайтесь только, вместо одной универсальной бабки они ставят на станину целый набор независимых силовых узлов. Один сверлит, другой режет резьбу, третий фрезерует, и все это одновременно за одну установку детали. Сегодня это база любого обрабатывающего центра, но тогда это был чистый космос. Однако западные коллеги, глядя на эти станки, часто недоумевали. Почему же советские машины выглядели такими невероятно тяжелыми и массивными? Ответ кроется в невидимом враге любого инженера. Этот враг – вибрация. В то время, как за рубежом пытались облегчить конструкции, наши инженеры пошли другим путем. Они поняли, что для тяжелой обработки важнее не вес, а способность станины сопротивляться колебаниям. Они отливали массивные основания с глубокими внутренними ребрами жесткости. Да, они были тяжелее, но они стояли как скала при колоссальных силах резания, обеспечивая невероятную точность без хитрых электроник. Это стало фирменным почерком нашей инженерной школы. А чтобы не чертить этих гигантов каждый раз с нуля, мы придумали еще одну хитрость. Какую? Инженеры перестали изобретать велосипед для каждого нового станка. Впервые в мире инженеры ENIMS начали создавать целые библиотеки готовых, проверенных технических решений. Идеально рассчитанная коробка скоростей? В библиотеку. Надежный шпиндельный узел? Все туда же. Теперь конструктор собирал новый станок из надежных, прошедших жесточайшие испытания блоков. Скорость разработки выросла многократно, а надежность стала абсолютной. Инженеры научились проектировать системы, и именно этот подход позволил сделать то, о чем в начале 30-х только мечтали. Напоминаю тебе, что если больше видео ты хочешь посмотреть и изучить, это есть в моем закрытом сообществе. Там ты найдешь все про чертежи, оборудование и, самое главное, быстрый старт на любом производстве. Переходи, ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии и описании. А мы продолжаем. В 1937 году инженеры переломили хребет зависимости. Практически каждый новый станок в стране проходил через строгую экспертизу ENIMS. Они установили такие жесткие стандарты точности и долговечности, что советские заводы наконец-то перестали вслепую копировать западные аналоги, а начали создавать свои самобытные машины, которые стали основой промышленности на десятилетия. Отрасль обрела независимость. Но почивать на лаврах было некогда. Наступил 1941 год. Как спасти производство, когда заводы едут в эшелонах на восток, а станки нужно собирать практически в чистом поле? Война не оставила времени на долгие расчеты. Пришлось эвакуировать институт и начинать с нуля в тяжелейших условиях. И здесь наша инженерная школа показала свой истинный класс. Они не оставили проектирование, а радикально его изменили. Отбросили все дорогое и сложное. Приоритетом стали станки, которые можно было быстро изготовить и которые будут пахать сутками в неотапливаемых цехах. Спецстанки для одной конкретной детали фронта стали главным оружием. И тут невероятно пригодилась та самая модульность, придуманная в 1934 году. Помните агрегатные станки? Агрегатные станки стали настоящим спасением. Меняется конструкция станка или авиадвигателя? Нам не нужно строить новый станок. Инженеры просто меняли несколько силовых головок, переставляли шпиндели, и машина гнала новую деталь. Подготовка производства сократилась до минимума. Это был гениальный конструктор Лего для оборонки. Но оставалась еще одна проблема. У станков стояли женщины и дети, не имеющие опыта работы с микрометрами и другими средствами измерения. Как гарантировать высочайшую точность, если оператор еле-еле достает до рукоятки? Ответ технологов – полностью исключить человеческий фактор при установке. Конструкторы разработали невероятно жесткие многопозиционные приспособления. Система механических упоров и быстрых зажимов базирования, которая могла установить деталь за пару секунд.
Оператору нужно было просто вставить болванку до щелчка и нажать рычаг. Все. Повторяемость размеров стала стопроцентной, а скорость выросла в разы. Таким способом исключили самую важную – это возможность установить деталь криво. Но как сделать сам станок практически бессмертным, если на заводах не хватает квалифицированных наладчиков и, самое главное, материалов? Инженеры того времени пошли на парадоксальный шаг, сознательно упростили кинематику. Они безжалостно выбрасывали из коробок скоростей лишние передачи, зубчатые колеса и валы. Чем проще механизм, тем реже он ломается. Это вполне логично. А когда возник острый дефицит качественной стали, наши инженеры пересчитали нагрузки так, чтобы использовать простые материалы, компенсируя это хитрой формой литья и мощными ребрами жесткости. Точность осталась прежней, а металла тратилось меньше. Но именно тогда родился подход, который ввел нас за рамки простого конструирования железа. Мы перестали мыслить одним станком, инженеры начали рассчитывать целые производственные линии. Они планировали все, где будет стоять машина, как пойдет стружка, как деталь поедет от одной операции к другой. Этот системный подход позволял выжимать максимум из крошечных площадей и гнать продукцию непрерывным потоком. И этот опыт не прошел даром. Когда война закончилась, перед Энимс поставили новую, практически невероятно амбициозную задачу – выйти на абсолютный мировой уровень точности, и для этого пришлось буквально ловить невидимые микроны. После войны началась настоящая охота за точностью. Инженеры осознали – станок дышит. Под нагрузкой он деформируется. От работы шпинделя нагревается он и расширяется. Энимс начал создавать сложнейшие стенды, измеряя отклонения в доли микронов. Они разработали новые методики расчета жесткости, которые легли в основу всех советских высокоточных станков. Это была филигранная наука. Но как применить эту ювелирную точность, если деталь, которую нужно обработать, деталь, она весит, скажем, 50 тонн и прогибает станок собственным весом? Для энергетики и судостроения начали строить станки-циклопы. Представьте карусельный станок, на который ставят турбину весом в десятки тонн. Чтобы конструкция не прогнулась, инженеры придумали использовать хитроумные коробчато-литые балки и симметричные направляющие. Нагрузка распределялась идеально ровно, а шариково-винтовые пары обеспечивали точнейшее перемещение. Инженеры научились управлять гигантами с грацией часового механизма. А в это время в автомобильной промышленности назревала потребность в полной автоматизации рутины. Пришло время связать станки в единую сеть. Началась эра так называемых автоматических линий. Десятки машин объединяли в единый организм. Деталь сама переезжала от операции к операции, станки передавали ее друг другу без единого касания человеческих рук. Миллионные тиражи деталей для тракторов и автомобилей и вылетали с конвейеров. Это была вершина точной синхронизации. Но механическая автоматика хороша для массового выпуска одного изделия. А что если, к примеру, нужно выточить сложнейший профиль со множеством кривых и делать это разными партиями? Механика здесь просто бессильна. Нужен был мозг. Конец 50-х. Энимс совершает цифровой прорыв и создает систему программного управления Contour 2 PT71. Теперь станку не нужен копир или рука мастера. Перфолента задает траекторию, и токарный станок сам с микронной точностью вырезает сложнейшие профили. Но цифровой мозг бесполезен, если тело станка дрожит при резании. Именно тогда наши инженеры первыми посмотрели на станок как на единую живую систему, от резца до станины, чтобы навсегда подавить эти автоколебания. Это был золотой век. Но что случилось, когда страны не стало? Распад СССР стал тяжелейшим ударом. Заводы рушились, импорт хлынул рекой, но институт сохранил самое главное – научную школу. Сегодня мы не просто чертим железо, мы создаем математические модели станков до их рождения.
Мы внедряем датчики вибрации и температуры, которые в реальном времени компенсируют ошибки. Да, сейчас мы не выпускаем станки тысячами, но наш интеллект, наши методики лежат в основе самых современных российских и белорусских обрабатывающих центров. Классическая база встретилась с цифрой. А вот какие вызовы готовит нам завтрашний день, об этом мы поговорим в следующих наших лекциях. У меня там все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, возможно дизлайки, переходите на Boosty, и всем добра. Пока-пока.